Всем привет, с вами Жека Вольнов. Как вы знаете, сегодня для создания игр используют топовых актеров, топовых художников, сценаристов, и вообще это ничем не отличается от кино, только в это еще можно играть. Поэтому сейчас я расскажу вам о 10 самых ожидаемых играх 2020 года. Поехали! Десятое место. Киберпанк 2077. Фанаты Ведьмака и любители ролевых игр уже много лет ждут Киберпанк 2077. В апреле игра наконец выйдет, и все мы сможем отправиться в мегаполис Найт-Сити в роли наемника, занятого поиском устройства, которое позволяет обрести бессмертие. В отличие от третьего Ведьмака, который скорее можно назвать экшен-приключением с элементами РПГ, в Киберпанк 2077 ролевая система будет куда обширнее. В частности, здесь позволит создать собственного персонажа и выбрать его биографию, что повлияет на некоторые диалоги. Также в игре будет 3 класса, хотя развиваться позволят в любом направлении без ограничений, какие способности интересны, те и можно прокачивать. Игра будет разворачиваться в будущем, где можно получать контроль над имплантами и даже их отключать. Если вы предпочитаете полагаться на огнестрельное оружие, а не заниматься хакерством или ползать по вентиляционным шахтам, то есть такой вариант, который обещает сделать игру интересной и удобной, а не как в Deus Ex. Дата выхода 16 апреля 2020 года. Девятое место. Elden Ring. Elden Ring ждут не только поклонники From Software и Миядзаки, но и любители творчества Джорджа Мартина. Над этим проектом он работает вместе с создателями Dark Souls. Поначалу было трудно поверить в слухи об этом неожиданном сотрудничестве, но все действительно так. Жаль, что известно об игре не так много. Разработка Elden Ring началась сразу после того, как было создано третье дополнение к Dark Souls 3. По словам Миядзаки, игра предложит гораздо большую свободу, нежели прошлые произведения студии. Не стоит ожидать открытый мир с густонаселенными поселениями, как в каком-нибудь третьем Ведьмаке, но территория будет достаточно большой, настолько, что исследовать ее можно верхом на лошади. Игра будет больше походить на Dark Souls, нежели на Sekiro. В ней вновь сделан упор на ролевую составляющую, а главного героя нужно создавать в редакторе. О чем точно не нужно беспокоиться, так это о боссах. Они станут одной из важнейших составляющих, и From Software уверены, что могут предложить большое разнообразие крупных и опасных противников, которые вновь будут трепать нервы игрокам. Определенной даты выхода нет, но выйдет она точно в 2020 году. Восьмое место. Evil Genius 2 World Domination. Спустя 15 с лишним лет стратегия Evil Genius обзавелась сиквелом. Мы вновь станем злым гением и попытаемся подчинить себе весь мир, действуя из собственного злодейского логова. Нам предстоит обучать рядовых плохишей, управлять операциями и защищаться от сил правопорядка. Все как раньше, но с более современной графикой. Как обещают разработчики, для захвата всего мира будут предложены сотни возможностей, от раскола Аляски и продажи королевской семьи Великобритании до похищения губернаторов. Для всего этого потребуются квалифицированные прислужники, и среди доступных специалистов появится немало работников на любой стиль игры. Защищаться от неприятелей нужно с помощью сети ловушек, чтобы непрошенные гости не лезли куда не просят. Здесь опций тоже будет много. И пинбольные флипперы, и ядовитые облака, и магниты с вентиляторами, и многие другие опасности, которые придумают яйцеголовые на службе сил зла. В результате получится настоящая цитадель зла, которой обзавидуется любой негодяй из Бондианы. Дата выхода неизвестна, но разработчики говорят, что релиз состоится в 2020 году. Седьмое место. King's Bounty 2. King's Bounty 2 обещает свежий взгляд на знаменитую серию фэнтезийных ролевых игр. Здесь и пошаговые тактические бои, и интересные приключения с нелинейным сюжетом, и множество ярких событий, персонажей и моральных дилемм. Создатели говорят, что каждое решение сможет изменить судьбу мира. Сиквел расскажет о нависшей над территорией Антары угрозе. Ее дальние рубежи были затронуты погибелью, которая заражает землю и жителей. Существа превращаются в монстров, беженцы стекаются в королевство Нострия, еды на всех уже не хватает. В роли одного из 3 героев игрок должен определить судьбу Антары и принять решения, которые повлияют на будущее каждой живой души. Основные нововведения в сиквеле касаются фазы боев. Теперь сражения будут проходить на полях с трехмерным рельефом и уникальными преградами вроде оврагов, холмов и повозок, благодаря чему будет достигнуто тактическое разнообразие в этих эпизодах.
Вдобавок, количество бойцов на поле боя соответствует реальному размеру отрядов, а во время сражения могут происходить неожиданные события, способные изменить расстановку сил. Дата выхода все еще неизвестна, но разработчики говорят, что это будет 2020 год. Шестое место. Iron Harvest. Игра Iron Harvest предлагает окунуться в необычную вселенную, альтернативную реальность 20-х годов прошлого века. Пока Европа пытается восстановиться после Первой мировой войны, крестьяне в сельской местности находят остатки шагающих дизель-панк-роботов, участвовавших в побоищах на полях сражений. А поскольку над Европой нависает новая угроза, эти машины вновь приходится использовать по назначению. На выбор предложат 3 непохожие друг на друга фракции с 40 типами юнитов и 9 уникальными героями. Помимо одиночной кампании, разделенной на 3 отдельных сюжета и 20 миссий, Iron Harvest сможет похвастаться совместными и соревновательными мультиплеерными режимами, а также возможностью настраивать интерфейс под свои нужды. По словам создателей, они опросили несколько тысяч фанатов стратегии в реальном времени, чтобы узнать, что им больше всего нравится в этом жанре и что бы они хотели увидеть в игре. В результате Iron Harvest станет RTS для поклонников RTS. Планка установлена очень высокая, но пока игра выглядит как минимум любопытно, особенно с учетом поддержки дополнениями после релиза. Предполагаемая дата выхода 1 сентября 2020 года. Пятое место. Marvel's Avengers. После оглушительного успеха Мстителей в кино было очевидно, что рано или поздно появится крупнобюджетная игра с их участием. В Marvel's Avengers будет рассказана совершенно новая история, которая начнется на торжественном мероприятии, посвященном открытию штаб-квартиры Мстителей, и продолжится распадом отряда из-за трагического происшествия, в котором отряд обвиняют. Через 5 лет после этого успевает появиться новая организация, но становится очевидно, что мир находится в еще большей опасности и как никогда нуждается в помощи супергероев. Отряд объединяется и отправляется на выполнение заданий по всему миру. Проходить миссии можно как в одиночку, так и в кооперативном режиме, собрав всю команду из Железного Человека, Капитана Америки, Тора и Черной Вдовы. Это будет экшен-приключение от третьего лица с элементами RPG. В роликах уже можно было заметить примерно такой же, как в Destiny, инвентарь с разноцветной экипировкой, характеристиками и прочими элементами, типичными для игр-сервисов. Фанаты вселенной будут рады увидеть множество костюмов для всех героев, настроить их внешний вид позволят так, как захочется. Предполагаемая дата выхода 15 мая 2020 года. Четвертое место. Outriders. Анонс Outriders прошел как-то совсем незаметно, а меж тем это новый шутер от создателей Bulletstorm. В нем люди уже достаточно накуролесили на Земле и поэтому отправились искать приключений в инопланетном мире. Главный герой, попав на неизведанную планету Энок, начинает следовать за загадочным сигналом и встречается с агрессивно настроенными существами, поджидающими новых жертв. Outriders будет веселым драйвовым экшеном в духе прошлых игр этой студии, проходить которые можно как в одиночку, так и в компании двоих друзей. Похоже, People Can Fly следует современным кооперативным трендам, но с другой стороны, поляки заявляют, что для них это проект мечты. Он настолько амбициозный, что команда разработчиков значительно увеличилась, а издатель в лице Square Enix активно помогает коллективу сделать шутер как можно лучше. Подробностей очень мало, скорее всего ждать их стоит только летом 2020 года. Известно лишь, что сюжету обещают уделить достаточно внимания, а стрельба будет такой же сочной и приятной, как в Bulletstorm. Главное, чтобы в итоге не получилось Rage 2 с кооперативом. Там перестрелки действительно прекрасные, но все остальное сильно разочаровало. Дата выхода — лето 2020 года. Третье место. Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Главный герой Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 когда-то был простым человеком, жившим в Сиэтле, но был убит и после воскрешения оказался слабеньким вампиром. О выживании в городе, разрываемом кровавым противостоянием вампирских кланов, расскажет сиквел игры 15-летней давности. Давно пора. Студия Тройка Games, выпустившая первую Bloodlines, закрылась еще в 2005 году, и с тех пор ее сотрудники успели разбежаться по самым разным компаниям. Но над второй частью все же работают некоторые люди, знакомые с этой вселенной, в том числе несколько сценаристов и композиторов. В начале игры необходимо будет выбрать внешность персонажа, его биографию и одну из 3 дисциплин: способность летать и призывать летучих мышей, умение поднимать над землей объекты и людей, а также возможность использовать дым для атак, исчезновения и проникновения в труднодоступные места. Позднее удастся присоединиться к одному из 5 кланов, каждый из которых предложит свои уникальные дисциплины.
Множество персонажей, диалоги с выбором реплик, интересные побочные задания, исследование мира – все, чего ожидаешь от ролевой игры, здесь будет. Дата выхода неизвестна, но в Steam уже доступен предзаказ. Второе место – Wasteland 3. Вместо засушливой Аризоны из Wasteland 2, третья часть отправит игроков в холодный заснеженный Колорадо, где местный патриарх отправляет рейнджеров спасти эти земли от его кровожадных детей. Герои построят новую базу, исследуют пережившие ядерную зиму регионы, наймут новобранцев и познакомятся с местными жителями, а также решат, кому из них стоит помогать. Бюджет третьей части в 4 раза больше, чем у предшественницы. Поддержка Microsoft дает о себе знать. Сюжет окажется богаче и интереснее, исследовать мир можно будет часами, а тяжелых моральных дилемм обещают массу. В коррумпированном Колорадо полно враждебных группировок, безумных культистов и головорезов, поэтому слепо доверять нельзя даже патриарху, особенно ему. Одним из главных нововведений станет возможность пройти сюжетную кампанию в кооперативе с товарищем, причем в истории будет несколько моментов, в которых оба компаньона должны находиться в группе одновременно, видимо, чтобы кто-то из них не убегал слишком далеко, пока у друга нет времени на игры. Можно будет завершать миссии совместно, а можно отправиться в разные стороны со своими отрядами. Создатели уже озвучили дату релиза 19 мая 2020 года. И, наконец, первое место – Watch Dogs Legion. Новая Watch Dogs в очередной раз рассказывает о городе, в котором установлено тотальное наблюдение, и отряде сопротивления, который борется с авторитарным режимом. Однако, если раньше мы управляли строго одним персонажем, Эйденом и Маркусом в первых двух Watch Dogs, то теперь главным героем может стать любой житель Лондона. У всех есть свои особенности, навыки, черты характера и истории. Молодежь, бизнесмены, бабушки, дедушки – все сгодятся, если обладают нужными способностями. Формировать команду предстоит из тех людей, которые лучше остальных справляются со своими задачами. А если кто-то оказывается схвачен полицией или погибает, вам придется расстаться навсегда. Разработчики обещают добавить немало разнообразных типов персонажей, от технарей, умело обращающихся с дронами, до гиперактивных сильных бойцов, которые в любой момент могут умереть из-за всплеска адреналина. Пока не совсем понятно, можно ли с такой структурой рассказать интересную историю, но даже если задумка окажется не совсем удачно реализованной, в будущем ее наверняка не раз подхватят. Вот такой вот топ получился. Конечно, возможно, он не полный и будет еще о чем рассказать в будущем. А ты расскажи, о каких ты хочешь узнать играх, напиши их название в комментарии. Не забывай ставить лайк и подписываться.